прошлом видео мы с вами обсудили основные понятия, которые есть в программе. Это ключевые слова, переменные, операторы, литералы, комментарии, объявление переменной. Теперь давайте двинемся дальше. В 11 строке мы объявили переменную REST, поставили оператор присваивания, а вот справа от него мы написали выражение. Выражение – это понятие, знакомое вам из школьной математики. Если в каком-то примере нам нужно выполнить сложение, вычитание, деление, то мы можем записать, например, несколько переменных, несколько операторов. Сюда можно записать какой-то литерал. Главное, что выражение можно вычислить и получить какой-то результат. В данном случае, для того, чтобы вычислить значение данного выражения, я сейчас вам покажу, что будет делать браузер. Итак, чтобы узнать, какое значение нужно сохранить в переменную REST, браузер возьмет и подставит вот сюда вместо переменной amount ее значение. В нашем случае это 18. Дальше возьмет значение переменной cookiePrice и подставит сюда значение 7. Числовой литерал 12 останется без изменений. Следующим шагом браузер должен выполнить вычисление. Соответственно, мы вычитаем 7 из 18, остается у нас 11. Потом к 11 добавляем 12, получается 23. Таким образом, для того, чтобы вычислить значение нашего выражения, браузеру пришлось сначала заменить все переменные на их значение, а потом произвести вычисление. Вот это значение 23 является результатом или значением данного выражения. Выражением в JavaScript называется последовательность, состоящая из каких-то переменных, операторов, возможно, литералов. Также здесь могут быть скобки для группировки. Важно, что у выражения всегда есть какое-то значение, и браузер может его вычислить для того, чтобы использовать в дальнейшем. В нашем случае, для того, чтобы присвоить в переменную REST какое-то значение, нам нужно вычислить значение выражения, стоящего справа. Еще одним примером выражения служит вот это, то, что стоит в круглых скобках if. Здесь у нас есть переменная REST, переменная candy, и между ними оператор больше равно. Оператор больше либо равно возвращает значение булевого типа, правда либо ложь. То есть верно ли утверждение, что значение, хранящееся в переменной REST, больше либо равно, чем значение, хранящееся в переменной candyPrice. Позже мы подробнее обсудим, как работать со значениями булевого типа. Но сейчас давайте просто на интуитивном уровне прочитаем, что здесь написано. Если вот это сравнение является верным, то есть результат выражения, стоящего в скобках, является true, правда, то тогда будет выполнена вот эта команда. Иначе, если результат выражения, стоящего в скобках, будет неверен, то есть false, то выполнится команда, стоящая в ветке иначе. Также выражением можно считать и отдельный литерал, число 7, записанный в правой части присваивания, поскольку он имеет значение. А если бы здесь справа вместо литерала стояла переменная, то эту переменную также можно считать выражением, поскольку JavaScript может получить ее значение, и это значение может быть дальше использовано. Так что в дальнейшем вы постоянно будете писать какие-то выражения для того, чтобы ваша программа работала так, как вы хотите.